Всем привет! Продолжаем видеоэкскурсии по местам нашей памяти в городе Харькове. Совсем недавно на канале опубликовано видео про легендарный магазин сладостей «Ведмедик». А сегодня вспомним еще про одно заведение общепита, знакомое для многих харьковчан. Вы, наверное, узнали дом по улице Сумской, в котором на первом этаже располагалось кафе «Харьковянка». Кафе площадью 1400 квадратных метров было уникальным заведением общественного питания тех лет. Именно здесь были размещены автоматы по продаже бутербродов, кофе и даже коньяка. Из-за этого в народе кафе назвали «Пулемет». Закусочная «Автомат» на Сумской улице напротив сада Шевченко была самым знаменитым местом в Харькове. Если тебе нужно было кого-то встретить, лучше всего было ждать в автомате, который большинство именовало «Пулемет». Автомат выполнял для города со своими давними поэтическими традициями функции парижской ротонды. Это такое кафе в Париже, где собиралась парижская богема 20-х годов. Харьковский блогер Владимир Корцовник написал по этому поводу так. Когда открыли кафе «Автомат Харьковянка» на Сумской, никто не думал, что это название будет вытеснено громким как очередь словом «пулемет». Там все было необычно. Лифт с аппетитными бутербродами, пирожными за полукруглыми вертикальными витринами, покупка жетонов, которые надо было бросить в автомат, чтобы получить желаемое. Был еще отдел кулинарии, где были паштеты и многие другие сладости. Могли ли мы подумать, что это заведение станет на многие годы в Харькове центром общения самых разных слоев общества? Уже позже я узнал, что люди с «Пулемета» – это компании, собирающиеся на двух скамейках в скверике возле зеркальной струи. Учась в старших классах, я открыл для себя всю запретную прелесть «Пулемета». Крепкий, ароматный кофе можно было взять с коньяком. Аромат кофе забивался алкоголем, но мы его пили и чувствовали себя взрослыми. Чуть позже, уже в недрах кафе, выделили помещение, в которое можно было попасть, пройдя по узкому коридорчику, и организовали коктейль-бар. Наверное, это был первый в Харькове такой бар. За 1 рубль 40 копеек можно было взять коктейль, посидеть в полумраке и послушать хорошую музыку. Пулемет кого только не встречал там. Без всякого сомнения, богемный Харьков там был просто прописан. А еще ученые, студенты, преподаватели. Пулемет собирал, знакомил, сводил и разводил. Это было не просто кафе, это было общественное явление. Кафе «Харьковянка», оно же «Пулемет», выделялось большим ассортиментом и инновационностью торгового оборудования. И главное, в харьковском автоматическом кафе была создана атмосфера престижа и доступности для посетителей. Вообще, кафе «Автомат» открылось в Харькове в далеком 1960 году. По рассказам, «Пулемет» влился в народ с легкой руки художника Вагрича Бахчаняна. Архитектор Максим Розенфельд рассказывал, что зеркальная струя, сад Шевченко, Пирожковая на углу улиц Гиршмана и Сумской – это все культовые места харьковской богемы, которой всегда много было в этом городе, а также хулиганов, поэтов и студентов. Вагрич Бахчанян узнал, что в Париже есть такое кафе «Ротонда», где собиралась парижская богема. Местом, где собиралась харьковская богема и пила тройной эспрессо, было кафе «Автомат» на Сумской. Тогда Бахчанян переместил кафе «Автомат» в известный нам всем «Пулемет». В наши дни это известный ресторан «Тануки». По словам Розенфельда, именно Бахчанян придумал «Пулемет». Это место, где собирались художники, поэты и танцовщики. Начиная с 90-х годов, кафе «Харьковянка» стало обычным заведением общественного питания, ничем не примечательным, серым и постепенно утратившим свой прошлый неповторимый шарм. Некоторые харьковчане выражали свое намерение взять, например, в аренду помещение кафе. Дальше, правда, такие бизнес-планы имели стандартное продолжение – взять в аренду оптом, чтобы потом раздать помещение в розницу под небольшие бутики, булочные и кофейни. В начале 2006 года один из харьковских бизнесменов предложил создать на основе кафе «Харьковянка»
ресторан быстрого питания одной из известных мировых сетей. Говорил, что умирающее кафе станет знаковым привлекательным местом города. К сожалению, идея с рестораном быстрого питания международного бренда довольно быстро отошла в предание. В то время требовались большие инвестиции на покупку и права использования известной торговой марки в Харькове, а у наших арендаторов на это не было достаточно средств. В результате ими было принято решение о создании собственного имени на основе истории кафе «Харьків'янка», прозванного «Пулеметом». Так появился в 2007 году «Кулемет», как бы продолжая историю известного харьковского кафе. На фото вы можете видеть, как выглядел интерьер кафе «Кулемет». Все было оформлено в залихвастском революционном стиле, а символом заведения стал Нестор Махно. На видном месте в ресторане появилось красное полотнище с лозунгами той эпохи. Больше никому не веря, кричали все в одно: «Не ври, как сивый мерин, мы все идем к Махно». В таком стиле оформлялись приглашения для потенциальных клиентов кафе. Работа ресторана быстрого питания, не входящего в мировую сеть, была сопряжена с большими коммерческими рисками. Желание достичь низкую цену на блюда национальной кухни при сохранении их высокого качества подчас становилось труднореализуемой задачей на практике. Так произошло и с попыткой реинкарнации харьковчанки Кулеметом. Через пару лет после открытия ресторан с местным брендом был закрыт, а вместо него появился сетевой японский Тануки. Он проработал в Харькове более 10 лет и был одним из самых больших японских ресторанов в Харькове. Бренд принадлежал известной московской сети ресторанов. Харьковский Тануки утратил любовь харьковчан и гостей Харькова. На специализированных сайтах появилось много жалоб на еду и обслуживание. Сейчас помещение на перекрестке Сумской улицы и Жон Мироносец пустует. Друзья, а каким вы помните это кафе? А может и не помните? Может, у вас есть интересные воспоминания об этом месте? Расскажите в комментариях под видео. Будет очень интересно узнать. И думаю, не только мне, но и всем зрителям канала. Я благодарю вас всех за просмотр. С вами Алекс Моторный. До новых встреч!